Привет! Сегодня буду делать стемпинг и украшать это все дело блестящим френчем и цепочками. Первым делом я делаю снятие. Тут у меня старый маникюр, который я делала в спешке буквально пару недель назад. Я его не снимала. Тут у нас и отслойки, и мандарины под ногтями. Снимаю, как обычно, керамической кукурузкой. Убираю все маленькие отслойки кончиком с более мелкими насечками. В принципе, мои ногти растут прямо, но иногда мой ноготь на указательном пальце предательски клюет под тяжестью материала. И я его периодически перенаращиваю. Но сегодня я его просто подпилю, подниму кончик и доложу гелем недостающую архитектуру. Подготавливаю ноготь к маникюру, открываю пушером карман и другой стороной пушера убираю лишнюю кожу, которая будет мешать при обработке фрезой. Обрабатываю фрезой пламя сначала слева, убираю все мелкие отслойки. Стараюсь между боковыми валиками и ногтями сильно не пилить, ибо я и так ковыряю в той зоне достаточно сильно и часто, а если еще и перепиливать, то можно получить такую каку, как анихализис. Также хорошенечко обрабатываю боковые валики и приступаю к обработке правой стороны. Хорошенечко убираю всю ороговевшую кожу и выпиливаю юбочку для четкого среза ножницами. Вот такая вот у меня юбочка получилась, и срезаю ее ножницами. Срез я буду полировать шлифовщиком или полировщиком, как его обычно называют. Шлифую до тех пор, пока визуально не будет торчащей сухой кожи. Иногда я забываю, что мне нужно будет работать с гелем и делать опил, и кожа замахрится уже к покрытию топом. Вот такая кутикула у меня получилась, и приступаю к покрытию. Первым слоем, как обычно, у меня ложится база. Делаю ее в тонкий слой. А укреплять ногти я буду в два этапа. Первым делом камуфлирующий гель на кончик. Это у меня самозамес. Обычный прозрачный гель и цветной гель-лак. Их мешать можно в любой пропорции. Главное, чтобы вам подходила прозрачность. У меня он будет полупрозрачный, и наносить его буду на свободный край. То есть от центра до кончика.
И вторым этапом будет заполнение верхней части ногтя прозрачным гелем. Я очень люблю прозрачные матовые ногти, поэтому выбор пал именно на прозрачный. Снимаю липкость с геля и делаю опил. Я люблю форму классического миндаля, но подпиливаю кончик ногтя чуть-чуть вверх, ибо при отрастании ноготь похож на клюв, а мне это не нравится. Я таким вот образом пытаюсь выйти из ситуации. В этот раз ногти получились довольно тонкие, но я надеялась, что дизайн их еще хоть чуть-чуть сделает толще. Для выпиливания изнанки в этот раз я взяла вот такую фрезу. Она похожа на бочонок с тупым круглым концом. Как раз, чтобы не повредить гипонихий. В этот раз он у меня разросся, потому что уже долгое время я ношу длинные ногти. Пламенем убираю ноготь и неровности по бокам, там, куда пробраться крайне сложно. И завершаю все это дело конусом. Можно потом еще пилочкой пройтись, чтобы было еще ровнее. И фиксирую опиленный ноготь к искусственному материалу базой. Иногда я это еще делаю топом без липкого слоя. Для дизайна я беру несколько пластин для стемпинга. Они обе в тату стиле. Для стемпинга использую гель-краску, которую нужно сушить в лампе. Штамп у меня вот такой. Каждый новый штамп я матирую, потому что мне так удобно. Тут я уже выбрала нужные мне рисунки и наношу их на ногти. Удобство именно гель-краски заключается в том, что на нее можно сидеть и смотреть часами, и она не засохнет. С обычным лаком так не получается. Я к обычным лакам еще и не приноровилась. Поэтому краска One Love. Лишние детали я убираю простым обезжиривателем. Обычно я стемпинг перекрываю базой, потому что после стемпинга ноготь довольно сложно покрыть топом, он ложится кратерами. Для этого нужно материал погуще, который не скатывается, и база отлично для этого подходит. После покрытия матирую поверхность бафом. И теперь можно нарисовать френч. Для этого я использую жидкую фольгу в розовом цвете. Рисовать ею тяжело, фольга довольно плохо разравнивается и неудобно в нанесении. Особенно для прорисовки четких линий. Наношу эту краску в 2 слоя. Кончик тогда получается намного плотнее.
Я хотела, чтобы площадь стемпинга была матовая, а кончик глянцевый. Поэтому я покрываю все ногти матовым топом. И уже после просушки покрываю кончик глянцевым топом. На мизинце у меня будет красоваться цепочка. Ее я фиксирую, как всегда, только по бокам. И покрываю матовым топом. Вот такой результат у меня сегодня получился. Пишите в комментариях, как вам. А я прощаюсь с вами до новых видео. Пока!